Почему Кипланд Кинкель застрелил сначала родителей, а потом одноклассников? Что превратило обычного школьника Скотта Пеннингтона в преступника, чьи действия шокировали весь мир? В этом ролике я рассажу о школьных стрелках, их прошлом и о том, как детские травмы, издевательства и одиночество могли привести к трагедиям. Меня зовут Нокс. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, как судьба сложных подростков сложилась за решеткой. Один из самых известных школьных стрелков в новейшей истории США. Николас Круз родился 24 сентября 1998 года. Приемные родители любили мальчика, но не обращали внимания на поведение сына и игнорировали советы психолога. Есть информация, что биологическая мать Круза в период беременности пила и принимала наркотики. Он был отравлен в утробе матери, так на суде заявила присяжным общественный защитник. Из-за этого его мозг был безвозвратно поврежден не по его вине. Бывшие одноклассники отзывались о нем как о человеке, имевшем маниакальный интерес к оружию и насилию. Но все эти красные флаги игнорировались. В 2017 году от воспаления легких умерла приемная мать Круза. В 19 лет Николас был предоставлен сам себе. В середине дня Николас пришел в свою школу, где ранее учился, и открыл огонь. В результате этой трагедии погибли 14 учеников и 3 сотрудника школы, а еще 17 были ранены. Николасу удалось покинуть место преступления, но он был задержан в соседнем городе. 2 ноября 2022 года Николас был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Сейчас жизнь Круза проходит в изолированном режиме. Он содержится в одиночной камере и большую часть времени проводит в полном одиночестве. У него есть только 1 час в день для физических упражнений, и общение с другими заключенными у него сильно ограничено. Могло ли нездоровое поведение биологической матери Круза привести к трагедии? Что думаете? Чад Падилла был обычным школьником небольшого городка в Италии. Его детство нельзя было назвать легким, постоянные конфликты с одноклассниками, недопонимание в семье. Один из учителей вспоминает, как Чад часто повторял: «Меня никто не понимает». В 2016 году он бросил ножницы и компьютер в 2 своих одноклассников. 22 января 2018 года Чад, которому было всего 16 лет, вошел в школу с оружием. В результате стрельбы он ранил Макайлу Джонс, которой на тот момент было 15 лет. Чад выпустил в нее 6 патронов. К счастью, девочка выжила после таких серьезных ранений. Что же привело к такому трагическому исходу? Было много факторов: проблемы с психическим здоровьем, длительное одиночество, травля со стороны одноклассников. К тому же девушка, в которую Падилья стрелял, отвергла его ухаживание. После ареста Чад Падилла был приговорен к 40 годам заключения под стражей, но выйти оттуда он уже не смог. Жизнь подростка в тюрьме была полна насилия и угроз со стороны других заключенных. Несмотря на меры безопасности, он продолжал подвергаться преследованиям и запугиваниям. Постоянный стресс негативно сказался на его психическом здоровье, и он страдал от тревоги и депрессии. В конечном счете, 21 марта 2022 года Чада Падилья нашли мертвым в своей тюремной камере в отделении Телфорда. Его смерть не расценивается как насильственная, но так ли это на самом деле? Если бы можно было вернуться назад, я бы не встал в тот день с кровати. Эти слова 15-летнего Чарльза Эндрю Уильямса прозвучали после трагедии 5 марта 2001 года. В тот день он открыл огонь в коридорах школы Сантана Хай Скул, убив 2 подростков. Еще 13 человек получили ранения. Но что же могло привести к такой трагедии? В 2000 году Чарльз Уильямс пошел обучаться в Сантана Хай Скул. Там его приняли за неудачника, часто издевались и избивали. Тогда Уильямс подружился с группой скейтеров-неформалов и стал проводить с ними много времени. Однако и они вскоре стали издеваться над ним, и ему пришлось уйти. По рассказам очевидцев, Уильямс как минимум 2 раза упоминал о желании повторить Колумбайн. Колумбайн – это массовое убийство в школе в 1999 году в школе Колумбайн в городке Литлтон, штат Колорадо, США. Тогда было ранено десятки учеников и убито 12 детей и 1 учитель. Неужели именно этого хотел подросток? 5 марта 2001 года Уильямс принес в школу револьвер Арминиус калибра 22 и открыл стрельбу.
Она продолжалась около 15 минут, пока его не усмирил школьный охранник. Чарльз сразу признал свою вину и на суде был приговорен к 50 годам тюремного заключения. Сегодня Чарльз Уильямс находится в тюрьме строгого режима. Его несколько раз пытались освободить условно-досрочно, но в этом ему было отказано. Однако из-за переполненности тюрем для его условно-досрочного освобождения была установлена новая дата – 5 марта 2025 года. Достоин ли Чарльз Уильямс свободы после отбывания наказания больше 20 лет? «Что ты делаешь, Скотт?» – испуганно спросила учительница, когда Скотт Пеннингтон направил на нее оружие. Но вместо ответа последовал выстрел. Это случилось 18 января 1993 года в школе в штате Кентукки, США. Пеннингтон, 17-летний старшеклассник, убил свою учительницу Дианну Макдэвид и школьного сторожа Марвина Хикса, ранив еще нескольких учеников. Все свое детство Скотт Пеннингтон прожил со своей семьей в округе Эллиот, штата Кентукки, США. В 1992 году его семья переехала в округ Картер. Скотт не хотел переезжать, но ему ничего не оставалось делать, как следовать за родителями. Семья Скотта жила в бедности. Она не могла позволить водопровод, не хватало электричества. Отец был безработным шахтером, мать была домохозяйкой. Семья жила на отцовскую пенсию по инвалидности. Пеннингтон преуспевал в учебе с начальной школы, с 5 класса участвовал в академической команде, а в 7 классе выиграл региональный научный конкурс в Восточном Кентукки. Он самостоятельно изучил математический анализ в первый год обучения. После переезда в округ Картер он присоединился к академической команде старшей школы Ист Картер. Возможно, здесь и начались проблемы Скотта. Сверстники не приняли его и всячески насмехались. Он также затаил обиду на свою учительницу английского языка, миссис Макдэвид, после того, как она поставила ему 3 за промежуточную контрольную. Суд над Пеннингтоном был очень эмоциональным и напряженным. Семьи жертв требовали справедливости. В итоге он был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Скотта поместили в тюрьму штата Кентукки в Эддивилле. Вскоре он стал мишенью для насилия и преследований со стороны сокамерников. В 2014 году он вступил в жестокую перепалку с сотрудником контрактной службы питания в тюрьме, в результате чего был помещен в изолятор. Он проводил в маленькой камере по 23 часа в сутки, из-за чего начал испытывать галлюцинации, депрессию и тревогу, а также неоднократно подумывал о том, чтобы лишить себя жизни. Как думаете, стоит ли плохая оценка того, чтобы оставшуюся жизнь провести в изоляторе? – 27 августа 2012 года 15-летний Роберт Гладден пришел в школу Перри Холл в Мэриленде с дробовиком, который он спрятал под одеждой. В школьной столовой он выстрелил в одноклассника, тяжело ранив его. После того, как Гладден был взят под стражу, полиция при обыске в доме, где он жил с матерью и отчимом, нашли 11 единиц оружия, включая дробовики, винтовки, 9-миллиметровый пистолет и 2 старинных пистолета. Также полиция изъяла марихуану и нашла стреляную гильзу от винтовки в спальне Роберта. Родители подростка были вовлечены в спорный бракоразводный процесс, который длился более 4 лет. Они не могли решить, с кем будет жить ребенок. Подросток привык к огнестрельному оружию и мог спокойно взять его у отчима. Собственно, что он и сделал, перед этим выпив водки. В 2013 году он был приговорен к 35 годам тюрьмы. Из этих 35 лет Гладден обязан был отсидеть не менее 20. Сейчас его жизнь за решеткой строго контролируется. Он лишен многих привилегий, но при этом проходит курс психологической реабилитации, принимает участие в образовательных программах и старается справиться с депрессией и тревожностью. Но можно ли было этого избежать, если бы в доме не хранилось оружие? – 30 августа 1982 года в семье Кинкель родился прекрасный малыш. Имя ему дали Кипланд. Но могли ли знать родители, что он станет не только их убийцей, но и убийцей еще 2 человек? В
4 классе Кипланту диагностировали дислексию, нарушение способности к обучению. Когда он перешел в среднюю школу, у него начались проблемы с властями. В 7 классе его обвиняли в изготовлении бомб, а в 8 классе – в краже дисков из магазина. В 1997 году его с другом арестовали за то, что они бросали камни в проезжающие по шоссе машины, одна из которых врезалась в другую. Мать Кипланта обращалась к психологу, но тот только диагностировал большое депрессивное расстройство. Однако 20 мая 1998 года 15-летний ученик средней школы Терстона Киплант Кинкель устроил стрельбу. В то время отношения в семье подростка были напряженными. Когда Кипланта отстранили от занятий из-за найденного пистолета, отец предложил отправить его в военную школу. Это стало последней каплей. В тот же день подросток застрелил обоих родителей. На следующий день, вооруженный полуавтоматической винтовкой и 2 пистолетами, он пришел в школу и открыл огонь по одноклассникам, убив 2 и ранив еще 25 человек. Сегодня Кинкель отбывает наказание сроком 111 лет в исправительном учреждении штата Орегон. Он лишен права на условно-досрочное освобождение. Ему 42 года, и его дни проходят в почти полном одиночестве. Кто же виноват в этой трагедии? Напишите в комментариях свое мнение. Шестнадцатилетний Люк Вудхэм вырос в атмосфере насилия и подавления. Родился Люк 5 февраля 1981 года. В детстве он был очарователен, светловолосый, голубоглазый малыш, у которого было активное воображение и который любил читать. Люк рос полноватым и нуждался в толстых очках, чтобы видеть. Когда он пошел в школу, это послужило причиной насмешек со стороны одноклассников. Домашняя жизнь Люка тоже была далека от идеала. Его родители часто дрались, и их крики пугали его. Они развелись, когда ему было 8 лет, и отец Люка навсегда исчез из его жизни. Мать была очень властной женщиной, она контролировала каждый шаг сына и не давала принимать самостоятельных решений. Даже когда он достиг подросткового возраста, мать продолжала контролировать, что он ел, что пил, какую одежду носил, как стригся, с кем общался. Впоследствии Люк утверждал, что чувствовал себя задыхающимся своей матерью. 1 октября 1997 года Люк убил свою мать и отправился в школу, где открыл огонь по одноклассникам. 2 погибли, 7 получили ранения. За несколько минут до начала стрельбы Вудхэм передал своему другу записку, где было написано следующее: «Я не сумасшедший, я злой, я убивал, потому что с такими людьми, как я, плохо обращаются каждый день». Вудхэм получил 3 пожизненных срока без права на освобождение. В тюрьме он столкнулся с насилием со стороны других заключенных, после чего его перевели в одиночную камеру, где он проводил большую часть своего времени в психологической изоляции. Мог ли гиперконтроль со стороны матери привести к тому, что произошло, или все-таки причина в другом? Можно ли назвать компьютерные игры причиной трагедии, унесшей жизни? История Эвана Рэмси заставляет задуматься. Когда Эвану было всего 7 лет, его отец отправился в тюрьму за вооруженное сопротивление полиции. Мать Эвана не справилась с одиночеством и начала пить, а детей отправили в приемные семьи. Для Эвана это стало настоящей трагедией. Он подвергался насилию, о чем молчал годами. В школе его постоянно унижали. Одноклассники называли его тупым и дебилом, и он жил с этим каждый день. Спустя 2 недели после того, как его отец был условно освобожден, Эван сделал то, что потрясло всех. 19 февраля 1997 года он пришел в свою школу с дробовиком. Сначала убил директора, затем одного из учеников. 2 других ребят были ранены. Когда Эван собрался покончить с собой, он не смог нажать на курок. В тот момент он произнес: «Я не хочу умирать». Полиция арестовала его на месте. Но что же стало последней каплей для подростка? Возможно, его увлечение видеоигрой Doom, в которой он использовал такое же оружие, дробовик 12-го калибра. Эван позже признался, что игра вдохновила его на эти страшные действия. Рэмси был признан виновным в убийствах 1-й степени и покушениях на убийство. Суд приговорил его к 2 срокам по 99 лет тюремного заключения. Эван Рэмси в настоящее время находится в заключении в Департаменте исправительных учреждений Аляски. Он не имеет права на условно-досрочное освобождение, пока ему не исполнится 80 лет.
Итак, может ли подростковое увлечение компьютерными играми стать причиной массового убийства? Жду вашего мнения в комментариях. Друзья, на этом все. Вы узнали, как трудные детские годы, одиночество, постоянное издевательство или невнимание со стороны взрослых могут привести подростков к страшным поступкам. В ролике мы рассмотрели судьбы подростков, которые взяли в руки оружие и нацелили их на своих сверстников. Вы увидели, как они прошли через депрессию, школьную травлю и влияние компьютерных игр. Это ли привело их к преступлениям, решать вам? Понесли ли они достойное наказание или были достойны нашего снисхождения из-за трудной жизни и непонимания со стороны взрослых? Что вы думаете? Напишите в комментариях и не забудьте поставить лайк. А для тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее и знает, что все в их руках и что не стоит обвинять других в неудачах, у нас есть отличная новость. Мы ищем талантливых людей, которые могут помочь нам создавать потрясающие видео. Если вы умеете монтировать, озвучивать ролики на разных языках или пишете креативные сценарии, мы будем рады работать с вами. Напишите нашему телеграм-боту. Ссылка в описании.